Всем привет! Это у нас еще один вариант, как прокрасить бровь. Это вариант создания очень пушистой, мягкой брови по всему периметру. Либо от середины хвостика брови, либо от излома, в зависимости от размера брови. Я здесь начну от середины хвостика. Штрихи почти во всю ширину брови, во всю ширину хвостика. Они постепенно наклоняются и сходятся к точке С. Таким образом я очень мягко прокрашиваю вот эту вот часть, где у нас самый воздушный штрих. Точка С у нас это хвостик брови, как вы помните. Затем я возвращаюсь, поднимаюсь к излому и таким блоком, штрихами наискосок, начиная от внутренней линии, я прокрашиваю до середины брови блоком, опускаясь к уже прокрашенному месту в хвосте. Соединяю эти блоки и возвращаюсь к излому, выдвигаюсь от центра уже к внешнему краю хвоста брови. Такие же штрихи наискосок. Я как бы просто удлиняю уже положенный штрих. И у меня остается очень такой нежный, воздушный внешний край, потому что эти штрихи идут все на вылет. Затем я возвращаюсь в середину тела брови. Вернее, поднимаюсь в середину тела брови. И точно такими же штрихами, начинающимися от внутренней линии тела брови, я закрашиваю ее до середины тела. Штрихи мои, конечно, на вылет, мягкое окончание. Затем я возвращаюсь и штрихом наискосок продолжаю этот штрих до самого внешнего контура. Также точно мягко, воздушно соединяю эти два блока. Затем я поднимаюсь к головке. И точно таким же блоком, начиная четко от нижней линии брови до середины тела брови, я прокрашиваю всю нижнюю часть. Соединяю снова блоки, возвращаюсь к головке и вытягиваю этот блок к внешней части. Нужно стараться, чтобы штрихи заканчивались воздушным краем четко у внешнего контура брови. Затем я возвращаюсь к головке и от середины головки во внутренней части, безопасной, там, где самое темное место, штрихами я закрываю вот эту внешнюю часть головки. И у меня все под контролем. Штрихи я сделаю все короче, чтобы создать нужную мне форму головки брови. Вот таким образом я зафиксировала сейчас всю бровь. И теперь мне нужно ее усилить в центре, сделать объемной, штрихами наискосок. Из середины, вот из этой средней части головки брови, там, где у нас начинается такой мягкий градиент уплотнения, я прокрашиваю штрихами наискосок. Не от внешней и не от внутренней части, а только в середине. Я усиливаю только середину, чтобы оставить воздушной внутреннюю часть и внешнюю часть. У нас получится такой красивый градиент. И очень пушистая внешняя часть, очень мягкая. Это очень красиво смотрится на широких бровях. Такая техника прокрашивания. И дохожу до хвостика. Вы, конечно, можете вернуться, расширить еще немного, закрыть какие-то дефекты, сделать еще более воздушную бровь. Главное понять принцип.
как создается вот эта вот воздушность по внутреннему и внешнему контуру. Прям по направлению роста волосков вы можете уплотнить в нужных вам местах. И оттренируя эту технику прокрашивания бровей на бумаге, затем на латексе, к коже настоящего клиента, вы подойдете уже, умея делать очень классный, красивый градиент. Вот такое задание. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.